Елизавета Туктамышева против Алены Косторной или борьба поколений? Кто поедет на чемпионат мира 2021 по фигурному катанию? В преддверии финала Кубка России 2021, который стартует в Москве уже 27 февраля, Федерация фигурного катания России приготовила для отечественных поклонников фигурного катания очередной сюрприз. В списке участников турнира, опубликованном пресс-службой Федерации 18 февраля, болельщики и эксперты не смогли найти Александру Трусову. Никаких официальных комментариев от Федерации в этот день не было, нету таковых и сегодня. Первой реакцией всех, кто взял в руки список Федерации, было желание схватить таблетку валидола, глубоко выдохнуть, а потом с тревогой на душе зарыться в ленту новостей, чтобы узнать, что же случилось с русской ракетой. Позже в сети появилась инсайдерская информация о том, что Федерация просто любезно избавила Сашу от лишней нервотрепки, связанной с отбором на чемпионат мира 2021, только и всего. Однако сделано это было, как часто бывает в нашей стране, без оглядки на интересы спортивной общественности. Увы, но в феврале мы получили еще одно доказательство того, что двери закрываются, а фигурка в России превращается в закрытый вид спорта, внутри которого все решается за высоким забором или толстым льдом. Представить себе, что Трусова отказалась от чемпионата мира, невозможное дело. Также невозможно представить даже то, что Трусова пропускает финал Кубка России без железобетонных гарантий касательного своего участия на празднике жизни в Стокгольме. А это значит, что нам, поклонникам фигурного катания, нужно отталкиваться от того предположения, что Плющенко получил от Национальной Федерации убедительные гарантии того, что сможет запустить русскую ракету в Стокгольм. Таким образом, среди тех фигуристок, которые будут участвовать в финале Кубка России, разыграют только одну путевку в Швецию. Две другие уже забрали Щербакова и Трусова. По большому счету, претенденток на оставшийся билетик в Скандинавию всего две: Алена Косторная и Елизавета Туктамышева, для которой чемпионат мира 2021 года – последний реальный шанс заявить о себе на самом высоком уровне и, кто знает, возможно, даже побороться за право выступить на Олимпийских играх в Японии. Конечно, за право поехать в Швецию могло бы побороться трио ВУХ: Валиева, Усачева, Хромых. Однако 14-летние звездочки Тутберидзе точно пропускают чемпионат мира 2021 в силу юного возраста. Теоретические шансы на то, чтобы получить 28 февраля билет в Стокгольм, есть еще у Елизаветы Нугумановой, Софьи Самодуровой и Анастасии Гуликовой, однако для этого должно случиться что-то невероятное, сравнимое с парадом планет, который за всю историю астрономических наблюдений случался всего 10 раз. На льду мегаспорта девчонкам придется не только превзойти самих себя, а еще и побороть фирменный тройной аксель Туктамышевой и образцовое вращение Косторной, которое в свое время принесло Алене награду высшей пробы на чемпионате Европы в австрийском Граце. Оставив сантименты и теории, скажем прямо, претенденток всего две: императрица Елизавета и самая знаменитая перебежчица России Алена Косторная. Именно между ними будет вестись борьба за то, чтобы отправиться в заграничное турне. Елизавета Туктамышева, в ноябре 2020 года ученица Алексея Мишина, стала автором маленького спортивного чуда, победив на Гран-при России 2020 года. На московском этапе Елизавета оставила за своей спиной как Александру Трусову, которая заняла только 4-е место, так и Алену Косторную, ставшую второй. Ноябрьским выступлением в Москве императрица доказала, что вполне может успешно бороться с поколением вундеркиндов. Казалось, что после фееричной победы в Москве Лиза расправит паруса и грандиозной каравеллой приплывет на пьедестал чемпионата России, однако перед национальным турниром в Челябинске Лиза попала под каток вирусной инфекции, после чего расправленные паруса заметно подурнели, позволив Лизе разогнаться только до 7 узлов в час. Именно 7-е место заняла ученица Мишина в Челябинске. На командном турнире Туктамышева, продолжающая восстанавливаться после коварного заболевания, тоже не блистала.
За 2 проката Лиза принесла своей команде всего 220,79 балла, что стало 5-м результатом на турнире среди фигуристок. Сейчас сложно предположить, в какой форме Елизавета подойдет к 27 февраля, однако сама Лиза, которую сам Мишин называет образцовым бойцом, дала понять, что настроена серьезно. «Я чувствую себя лучше, чем на чемпионате России. Постараюсь сделать все возможное. Сейчас для меня главное хорошо откататься на финале Кубка и попасть на чемпионат мира», заявила Туктамышева отечественным СМИ в феврале. На льду мегаспорта 24-летняя Туктамышева будет бороться не только за себя, а еще и за честь целого поколения. Когда Лиза выиграла свой чемпионат мира 2015 год, Косторная еще училась в 5 классе средней школы. В финале Кубка России нас ждет именно битва поколений, тем интереснее. Алена Косторная, 17-летняя подопечная Плющенко, в текущем сезоне нечасто радовала болельщиков своим появлением на льду. По официальной версии, Алена пропустила добрую половину сезона из-за травмы и болезни, однако в кулуарах гуляет другая версия. Суть ее в том, что за последний год Косторная, переживающая период естественного взросления, заметно подросла и прибавила в весе, что отразилось на функциональной готовности спортсменки. Плющенко и Розанову пришлось буквально с чистого листа собирать новую версию Косторной. Судя по тем немногочисленным видео, которые периодически всплывают в Инстаграм, непонятно, тренерскому составу все же удалось вернуть Алене тройной аксель или нет. Что касается степени готовности других элементов, то информации нет и быть не может, так как Плющенко заточил любимую фигуристку на клубной базе и накрыл непроницаемой вуалью. По сути, Косторная, которую мы увидим на льду мегаспорта, это уже неизвестная нам воспитанница Тутберидзе, а новая фигуристка, созданная тандемом Плющенко-Розанов. На Гран-при России Косторная стала второй, уступив только Туктамышевой. Также второй результат Алена показала и на 4-м этапе Кубка России, проиграв 1-е место Трусовой. Чемпионат России в Челябинске фигуристка и вовсе пропустила. В России довирусные времена, с таким скромным послужным списком по ходу сезона, Косторная пролетела бы мимо чемпионата мира 2021 без вариантов. Ее кандидатура даже бы не рассматривалась, но сегодня, когда весь сезон кувырком, шанс попасть на чемпионат мира 2021 года у Алены есть, и это справедливо. Кто сейчас из 2 претенденток на заветный билет в Швецию находится в лучшей форме, угадать невозможно. Ясно только одно: в конце февраля столичный лед нагреется до предела.